Друзья и гости моего канала, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как связать узор вот к такому летнему джемперу от турецких дизайнеров. Сам джемпер очень прост в исполнении. Пройма здесь прямая и, возможно, даже нет скоса плечей. Но смотрится джемпер изысканно и богато, благодаря своему красивому эффектному узору. Узор кажется сложным, но на самом деле очень просто в исполнении, вяжется быстро, легко и просто. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания. Свой образец я вязала из полухлопка спицами номер 4. Здесь один раппорт в ширину и два раппорта в высоту. Это лицевая сторона узора. Это изнаночная. Так смотрится узор из полухлопка. В оригинале джемпер связан пряжей с шелком, с добавлением шелка. Перед вами схема узора. На схеме указаны только лицевые ряды. Это видно по нумерации. Они вяжутся справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Изнаночные ряды – это четные ряды. Вяжутся они слева направо по рисунку. Это значит, вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Раппорт узора вверх по вязанию составляет 12 рядов. Провязав последний лицевой 11 ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это 12 изнаночный ряд. И далее повторяем вверх по вязанию узор с первого ряда, с первого опять по 12. И так далее. Повторяем вверх по вязанию узор с первого ряда по 12 ряд. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт узора этого 26 петель, то есть 26 петель, которые постоянно повторяются. Для того, чтобы набрать количество петель для поворотного вязания, нужно набрать количество петель, которое делится на 26. Плюс добавить 2 кромочные петли. И добавить 2 петли для симметрии узора, которые провязываются только один раз в конце ряда. Они нужны, чтобы начало ряда и конец ряда начинались одинаково. То есть у нас здесь в начале ряда 2 лицевые петли постоянно, и в конце ряда также узор должен заканчиваться 2 лицевыми петлями. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Точечками я обозначила лицевые петли. Вертикальные палочки также это лицевые петли. Лицевые петли симметрии узора. Кружочки это накиды. Палочка с наклоном влево
Это 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, палочка с наклоном вправо, это 2 петли вместе с наклоном влево. Особенность этой схемы заключается в том, что здесь провязывается двойной накид. Как их провязывать, я далее покажу, когда будем вязать узор. И здесь еще есть такой нюанс, который я вам покажу, для того, чтобы дырочки были красивые, не расхлябанные. Двойной накид нужен для того, чтобы дырочка была крупнее в ажурном узоре, чем обычная дырочка. Этот узор можно вязать и по кругу. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вязания узора по кругу, количество петель набранное должно быть кратно 26, то есть рапорту узора. Кромочные петли и петли симметрии набирать не нужно, но нужно добавить одну петлю для замыкания узора в круг. При вязании узора по кругу все ряды, и четные, и нечетные, вяжутся справа налево, то есть все ряды являются лицевыми. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, то есть по условным обозначениям, а четные ряды тоже вяжутся справа налево, но по рисунку, как смотрят петли. При этом накиды провязываются лицевой петлей. Для образца я набрала 30 петель. Это один раппорт из 26 петель. Плюс 2 петли симметрии, это 28 петель. И плюс 2 кромочные петли. Плюсики, это кромочные петли. 30 петель. И провязала один базовый ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Этим я подготовила петли к их правильному положению, а также перешла на лицевую сторону работы, где у меня вот такая красивая косичка наборного ряда. Если вы вяжете классическими петлями, то после набора петель, после обычного классического набора петель, петли у вас уже в правильном положении. Поэтому вам нужно провязать базовый ряд лишь только для того, чтобы перейти вот на такую красивую лицевую сторону. Итак, первый лицевой ряд работы. Вяжем справа налево. Кромочную петлю, она у меня обозначена плюсиком, снимаем. Далее идут 4 лицевые петли. Лицевые петли я обозначила точками. 4 лицевые петли вяжем. Одна, вторая, третья, четвертая. Затем 2 петли вместе с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому провязываю сразу 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, сначала эти 2 петли нужно развернуть, а затем также провязать 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Вот такая красивая петелька с наклоном влево получается. Как развернуть петли, я сейчас покажу. Далее двойной накид. 2 накида подряд. Я пробовала делать накиды, как обычно мы делаем, вот так. Но при таком накиде дырочка получается неровная, некрасивая. Поэтому я в этом узоре делаю накид на себя. То есть нить набрасываю на спицу на себя. Сделала один накид, делаем второй накид. Тут же набрасываем нить на спицу на себя. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому мне нужно сначала петли развернуть, пересняв их на правую спицу по очереди, при этом захватывая правой спицей их за задние стенки слева направо. Вводим правую спицу за заднюю стенку петли
слева направо и переснимаем на правую спицу. Затем возвращаем по очереди эти петли, вводя левую спицу внутрь каждой петли, вернули их на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, разворачивать петли не нужно. Вы сразу провязываете их вот так, 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Двойной накид. Набрасываем нить на спицу на себя 1 раз, 2 раз. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу, заводя правую спицу за заднюю стенку петли слева направо. И вторую также переснимаем. Затем возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сразу провязываете 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей с наклоном вправо, ничего не разворачивая. Далее идут 8 лицевых петель. Я здесь поставила циферку 8 оранжевым цветом, чтобы каждый раз не считать количество петель, потому что у нас везде, в каждом лицевом ряду почти много лицевых петель в подряд. Вот здесь 19, я поставила циферку, здесь 10, в 11 ряду 10, 16 петель лицевых. Итак, 8 лицевых петель провязываем. Провязали 8 лицевых петель. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее накид. Накид делаем на себя. То есть набрасываем нить на спицу на себя. Далее 4 лицевые петли провязываем. 4 лицевые петли. Я провязала 1 раппорт узора из 26 петель. Вы повторяете столько раппортов, провязываете столько раппортов, сколько вы набрали. То есть сейчас опять начинаете вязать раппорт с самого начала. Следующий 4 лицевые петли, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево и так далее. Следующий раппорт также начинаете вязать с самого начала и так далее. И только в самом конце ряда провязываете 2 петли симметрии, 2 лицевые петли симметрии. Я провязываю, у меня 1 раппорт, я в конце ряда провязываю 2 петли лицевые симметрии. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку первого ряда. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 изнаночные петли, то есть по рисунку. В лицевом ряду они были лицевыми петлями, а здесь они выглядят как изнаночные. Мы вяжем их так, как они выглядят. 2 изнаночные петли. Далее идут 4 лицевые петли. Это 4 лицевые петли были в лицевом ряду. Здесь они выглядят как 4 изнаночные петли. Провязываем, как они выглядят.
вяжем 4 изнаночные петли. Далее накид, который мы делали в лицевом ряду, провязываем его за заднюю стенку изнаночной петлей. Переводим низ вперед работы и провязываем его за заднюю стенку. Заводим нить сзади работы на себя, за заднюю стенку накида, захватываем рабочую нить сверху и провязываем накид за заднюю стенку изнаночной бабушкиной петлей. Далее вот эта петля выглядит как изнаночная. Это были 2 петли вместе лицевой. Здесь выглядит как изнаночная петля. Далее 8 лицевых у нас были, провязываем здесь 8 изнаночных. Как они выглядят в изнаночном ряду. Вяжем 8 изнаночных. Далее эта петля также выглядит как изнаночная. Вот она в изнаночном ряду. Провязываем ее изнаночной петлей. Далее у нас был двойной накид. Вот так он выглядит в изнаночном ряду. Вот так здесь обвивает прямо плотно. Первый накид обвивает плотно спицу, а второй вот так, как обычно бывает накид лежит. Первый накид провязываем изнаночной петлей за его переднюю стенку, которая впереди на спице лежит. Вот за эту провязываем изнаночной петлей первый накид за переднюю стенку, а второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Заводим сзади работы за заднюю стенку спицу, подхватываем сверху рабочую нить и провязываем второй накид изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее петля выглядит как изнаночная. Вяжем изнаночную петлю. Далее у нас опять петля выглядит как изнаночная. Вот она. Вяжем изнаночную петлю. Далее опять двойной накид. Первый накид, который обвивает плотно спицу, провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее у нас 4 изнаночные петли, которые были лицевыми. Здесь они выглядят в этом ряду как изнаночные. Провязываем 4 изнаночные петли. Вот эту петельку тоже мы не провязали. Это тоже была петелька. То есть вот так получается. Тоже изнаночная. Вот здесь она была. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем. Вот здесь у меня обозначена циферка 19. 19 лицевых петель. На вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Так, с наклоном влево. Далее накид на себя делаем, накид. Далее 5 лицевых петель провязываем. 5 лицевых петель. Раппорт узора мы провязали 1 раппорт. Далее повторяете раппорт с самого начала, если у вас несколько раппортов. То есть опять вяжете 19 лицевых петель и так далее. И в конце ряда провязываем 2 лицевые петли симметрии. Только 1 раз в конце ряда. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали 3-й ряд лицевой. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. 4-й изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. По рисунку 3-го ряда, слева направо. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 изнаночные петли. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас петли смотрятся как изнаночные. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее 5 изнаночных петель, которые были лицевыми в лицевом ряду. Вот они. Здесь они смотрятся как изнаночные петли. 5 изнаночных петель. Далее у нас накид был в лицевом ряду. Провязываем его лицевой петлей за заднюю стенку. Переводим нить вперед работы. Правую спицу заводим за заднюю стенку накида сзади работы. Подхватываем рабочую нить сверху и провязываем изнаночную петлю за заднюю стенку накида. Далее у нас изнаночная петля. Здесь было 19 лицевых петель, а в изнаночном ряду они выглядят как все как изнаночные петли. 19 изнаночных петель провязываем. Девятнадцать. Кромочная петля, тоже изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Пятый лицевой ряд. Вяжем справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Далее 2 накида, двойной накид. Набрасываем нить на себя 1 раз. На спицу набрасываем на себя 2 раз. Далее
2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, переснимая их на правую спицу, затем возвращаем на левую спицу эти 2 петли. Мы их развернули, теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки, двойной накид, один накид, второй накид на себя, 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу, подхватывая за задние стенки слева направо, сзади работы. Затем возвращаем на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее здесь можно посчитать 3, 4, 5, 6 лицевых. 6 лицевых петель. 3, 4, 5, 6 лицевых петель. Далее накид на себя. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Переснимаем их по очереди на правую спицу. Возвращаем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Лицевая петля. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе провязываем за задние стенки одной лицевой петлей. Двойной накид. Один накид, второй накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Для этого переснимаем их на правую спицу по очереди за задние стенки. Затем возвращаем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Мы провязали раппорт 5-го ряда. Вы повторяете этот раппорт столько раз, сколько вам требуется, сколько вы набрали раппортов. В конце ряда провязываем 2 лицевые петли симметрии узора. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Провязываем 6-й изнаночный ряд по рисунку. То есть как смотрят петли по рисунку 5-го ряда слева направо. Кромочную петлю снимаем, вяжем 2 изнаночные петли. Вот они выглядят как изнаночные петли. 2 изнаночные петли. Далее здесь также петля выглядит как изнаночная, где мы провязывали 2 вместе лицевой. Далее у нас идет двойной накид. Первый накид мы провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Немножко нужно вот так его расширить слегка и провязать изнаночной петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее у нас идет, здесь будет изнаночная петля, изнаночная, изнаночная, 3 изнаночные петли. По рисунку провязываем. Вот они, 3 изнаночные петли. Далее был накид в лицевом ряду. Вот он.
провязываем накид бабушкиной изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее у нас здесь были 6 лицевых петель. Они в изнаночном ряду выглядят как 6 изнаночных петель. Провязываем 6 изнаночных петель, то есть по рисунку. Далее тоже будет изнаночная петля. Вот здесь, вот она выглядит как изнаночная петля. Это петля изнаночная. И далее идет двойной накид. Первый накид мы провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Немножечко вот так можно его расширить. И провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее вяжем петли по рисунку. Изнаночная петля, изнаночная петля, еще 2 изнаночные петли. Можно на схему не смотреть, можно смотреть на вязание. Вот здесь изнаночная петля. И дошли до двойного накида. Первый накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее у нас все изнаночные петли до конца ряда. Вяжем их так, как они выглядят. Изнаночная бабушкина кромочная петля. Разворачиваем работу на лицевую сторону и вяжем 7-й лицевой ряд. Уже вот так вот начинает вырисовываться узор. Образец я вязала из этой же пряжи. 7-й лицевой ряд. Здесь у нас 2, 3, 4, 6 лицевых петель. Кромочную снимаем, провязываем 6 лицевых петель. Две петли вместе с наклоном влево. 2 накида, двойной накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем по очереди 2 петли, переснимаем их по очереди на правую спицу, возвращаем на левую, провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки, потом вот циферка 10 здесь, 10 лицевых петель провязываем. Семь, 8, 9, 10. Накид на себя. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти 2 петли, переснимая их на правую спицу. Возвращаем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 4 лицевые петли. Все, мы провязали раппорт узора с 7-го ряда. Вы повторяете этот раппорт с его начала столько раз, сколько у вас раппортов, столько провязываете этот раппорт столько раз. В конце ряда
только один раз в конце ряда провязываем 2 петли симметрии, 2 лицевые петли, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Восьмой изнаночный ряд. Вяжем по рисунку 7-го лицевого ряда, то есть как смотрят петли, слева направо. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 изнаночных петель провязываем. 3, 4, 5, 6. Вот здесь тоже 2 петли вместе были лицевой, здесь тоже петля выглядит с изнанки как изнаночная. Провязываем изнаночную петлю, подошли к накиду. Вот она здесь, подошли к накиду. Провязываем накид изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее 10 изнаночных петель вяжем по рисунку. Вот они здесь выглядят как изнаночные, которые были лицевыми в лицевом ряду. Далее тоже петли выглядят как изнаночные. Провязываем их. Можно даже схему не смотреть. Провязываем изнаночными. Раз они выглядят как изнаночные, так и провязываем их изнаночными. Подошли к двойному накиду. Первый накид провязываем изнаночной петлей. Немножечко вот так расширяем за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Далее смотрим. Все петли выглядят как изнаночные. Провязываем до конца ряда все изнаночные петли. И вот смотрите, как у нас уже начинает вырисовываться узор. Вот эти петельки, которые были двойные, получаются аккуратные. И здесь также все аккуратно получается. Далее вяжите узор по схеме самостоятельно. Как вязать узор попетельно. Я с вами разобрала подробно схему провязывания петель. Я думаю, самостоятельно вам будет нетрудно довязать раппорт узора вверх до 12 ряда включительно. То есть 12 ряд изнаночный будет последним узора раппорта вверх. И далее начинаем повторять раппорт узора с 1 ряда по 12 опять. Надеюсь, всем все было понятно. Узор понравился. В интернете есть схема к такому узору, которую я для вас адаптировала вот здесь. Ее я тоже вставлю для тех, кто уже давно вяжет и может обойтись без мастер-классов, а вязать по схемам из интернета. Я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. До новых встреч. Всем пока-пока.